Германия. Германия – это страна, тесно связанная с нами историей. В какой-то степени ее можно назвать старшим братом, который всегда недоволен или пытается что-то у нас изменить или наказать. История отношений с Германией у нас неоднозначная и, пожалуй, одна из самых интригующих. Но сегодня мы поговорим о современной Германии. И здесь есть очень интересные факты. Например, сегодня в Германии проживает около 3 миллионов русскоговорящих всех возрастов. А это значит, практически в каждом городе у вас есть шанс услышать русскую речь. И что, спросите вы? А то, что на наш взгляд Германия в какой-то степени стала вторым домом для русскоговорящих, которые продолжают беречь и популяризировать русскую культуру и русский язык, создавая разные коммуны, школы, детские сады, художественные мастерские, музыкальные коллективы и так далее. Начнем мы, пожалуй, с города Берлин, который является не только столицей, но и самым большим по населению, чуть больше 6 миллионов человек. На сегодняшний день Берлин считается городом молодежи и по итогу самым современным, потому что именно сюда съезжаются все, кто жаждет новых открытий или воплотить свои идеи. И, конечно же, как не упомянуть о знаменитом братском поцелуе, сначала запечатленный фотографом Барбарой Клем, а затем на его основе свое граффити изобразил Дмитрий Врубель. В Берлине очень много интересных мест и личностей, и они заслуживают отдельного внимания, но наша цель – познакомить вас с русскоязычными мигрантами, которые, переехав в новую страну, успешно интегрировались в общество и продолжили свое ремесло, неся русскую культуру в массы. И начнем мы с художника. Работы, они могут за себя сказать гораздо больше, чем когда я о них говорю. Меня зовут Яна Сметанина, я занимаюсь современным искусством, и я преподавательница. Я сначала жила в Москве, и занималась современным искусством в Москве, участвовала в выставках и участвовала в исследовательских художественных проектах. И сейчас я переехала в Берлин, и примерно то же самое делаю здесь, на моей новой родине. Творчеством я начала заниматься, мне кажется, в детстве. Я сначала поступила в художественное училище анимационное и занималась долго анимацией. Потом я поступила в полиграфический институт и занималась полиграфией, иллюстрацией, делала книжки, даже организовала свою дизайн-студию. Потом я увлеклась современным искусством, и, собственно, им я и занимаюсь сейчас. Важная часть моего развития, конечно же, произошла в России. Я сложилась в России. Все мое творчество выросло на российском контексте. И большая часть моих работ, она посвящена какой-то личной проблематике. Личное, оно везде личное, это международная тема. Но, тем не менее, больше всего я проанализировала для себя в России. Моя выставочная деятельность началась давно, еще в институте, и мне кажется, любому художнику все-таки важно показывать, над чем он работает. И я вообще не верю, что художник может работать в стол. Сначала после института я показывала какую-то свою живопись, я выставлялась в небольших каких-то залах. Но после того, как я занялась современным искусством, я стала выставляться более целенаправленно. Подруга Ева Жигалова предложила мне сделать с ней совместно проект. Она была куратором, а я художником. И, что самое удивительное, этот проект сразу же номинировали на премию Кандинского, что дало такой большой для меня стимул и импульс. И как-то я уже к этому времени нащупала ту линию и что я хочу сказать в своих работах. Из России я ехала 2 года назад. Это было сознательное решение, я долго к этому готовилась, и сейчас я здесь. Здесь, в Германии, я преподаю в основном пока что русским детям или русским подросткам. Конечно, было бы более интересно преподавать студентам, поскольку это более близкий для меня язык коммуникации, но с детьми заниматься тоже чрезвычайно интересно, потому что они дают очень большой импульс энергии. У меня есть совершенно разные дети. Есть совсем маленькие, даже 3-летние, это очень смешно всегда. И главное, можно с самого начала увидеть, как то, что ты вкладываешь, тут же
тут же становится видно, они тут же обучаются, это все всегда очень позитивно, когда ты видишь результат фактически сразу. Преподавание, оно дает контакт, а дети дают очень много энергии, и все это совершенно прекрасно сбалансировано теперь в моей жизни. За 2 года я пока что еще не возвращалась в Россию, но единственное, я приезжала на 3 дня, когда у меня умерла бабушка, это была такая вынужденная поездка, но у меня сейчас пока что здесь еще очень много дел, и тем не менее я участвую в русских выставках, поскольку у меня там осталась галерея, у меня остались там кураторы, они периодически куда-то в какие-то проекты берут мои работы, и это тесная связь, она, которая никуда не денется, и я надеюсь, и дальше я буду продолжать. Вот сегодня буквально я отправляла работу в Москву. Вот один из моих проектов, который я сейчас готовлю, над которым работаю, он называется «Ты мне нравишься». В нем я изображаю женщин с какой-то нестандартной внешностью. Ну, допустим, они могут быть очень старые там, или очень крупные, или массивные, или с каким-то дефектом на лице. И мои персонажи, они, ну, это международный проект, конечно, но многие персонажи из России. Внутренняя моя часть, конечно же, принадлежит России, корни свои никуда не деть. У меня бабушка немка, бабушкина культура, она очень сильно повлияла на меня. Для тех, кто решил эмигрировать из России, я, конечно, бы пожелала как следует подумать. Да, это действительно очень сложный этап в жизни, и если он не продуман и идет так на ура, то сложности неизбежны. То, что происходит внутри, да, какие-то моральные, душевные аспекты, они тоже очень сильно влияют и неизбежно. Ну, для меня это был такой шаг совершенно необходимый. Если у кого-то нет такого необходимого шага, конечно, лучше этого избежать. Удачи вам в вашем жизненном пути, творческих успехов. Любите русский язык, это очень важно. Добрый день, меня зовут Александр, я руководитель коллектива «Казачий край». Поем мы уже здесь 10 лет. Я занимаюсь музыкой с 4 класса. В Казахстане закончил школу по классу баян 5 лет. В Ростов переехали на Дону. Там я училище музыкальное закончил. И 2 года служил солдатом в ансамбле песни-пляски Северо-Кавказского военного округа. По демобилизации занимался казачьими хорами, казачьими коллективами. У меня было много коллективов и слишком большой опыт с этими вещами. Сюда приехал в 2003 году. Ну и решил попробовать. И здесь, ну, получилось. Коллектив живет, поет, существует 10 лет уже. Переехали почему? Ну, тут вроде как корни у нас в Австрии. Много наших родственников уже здесь были, с Казахстана переехали. И сделали нам вызов. Отец собрал нас всех, нас 6 детей. И все с семьями, и один автобус полный привезли нас сюда. Таких сильных трудностей не было. Мы сразу начали учить язык, и каждый пытался побыстрее что-то найти свое место, где-то определиться. Коллектив назывался «Журавушка». Он был на грани развала, и мне предложили
заниматься с этим коллективом. Я пришел, послушал и сказал, я согласен, но только я его на свой лад сделаю, переделаю, сделаю чисто казачий. Много людей отсеялось, сразу ушло, пришлось собирать, подбирать кадры. Внук еще играет у меня на баяне, в данный момент сегодня его нету. Бас, балалайка, контрабас, прима, балалайка. Ударные стараемся задействовать дробовичок, тарелочку и коробочка. В основном кавалерийские казачьи дела, коробочка присутствует в этих вещах. Наш основной зритель – это русскоязычные люди и хорошо принимают от малого до большого возраста. Всем интересна сама по себе и форма, и песни казачьи, они колоритные, мощные, такие широкие, душевные, есть протяжные, хорошие. На мероприятиях, где мы бывают такие общего городского масштаба, много детей, и в концерты задействуем детей, танцевальные коллективы, чтобы вот на юбилей пригласили 2 детских коллектива больших. На немецком языке мы тоже поем. У нас пяток таких песен. И поем их. Вчера буквально мы пели в Альтерхайме, это, ну, где престарелых дом. И с большим удовольствием сидят и слушают, хлопают, рады всегда. Мы частые гости. По Германии мы ездили на «Играй гармонь», Байриш-Брон, Битбург ездили, потом в Ульм ездили, нас приглашала Заволокина Настя на «Играй гармонь». При нашем хоре как таковой школы нету. Я в основном стараюсь придерживаться донской культуры и кубанской. Есть такие вещи, что они тяжеловатые для многих наших участников. Ну, стараемся учить по несколько раз. Ну, пытаемся сделать, чтобы все чистенько было, красиво, чтобы соответствовало все. Ну, я думаю, это у нас получается все. Репертуара полно везде. В интернете везде, и у меня друзей много в государственном песне и пляске донских казаков. Оттуда присылают ребята что-то свежее, есть, скидывают. А планы, конечно, у нас есть. Мы уже и на посольство выходили. Хотим раскрутиться немножко здесь, чтобы не на одном месте, а куда-то выезжать подальше. Вот с казаками пытались связаться с севера. Там общины казачьи есть. Мы своими силами выступаем где-то, подрабатываем, шьем на эти деньги костюмы. У нас свой феррайн, у нас свой кассир, у нас счет в кассе свой. Мы пошли где-то отпели, нам деньги поступили на счет. Мы взяли, пошили что-то, купили инструменты. Надо сказать, мы не знаем, где эту и помощи просить. Мы не знаем этих ходов, где эти деньги взять у государства, как просить, тем более. То, что я планировал, в принципе, я так и хотел сделать коллектив в себе. Оно и получилось, срослось все. Коллектив живет, поет, радует людей. Вот такое вот дело. Много лет нашей державе, много лет русским царям.